Друзья, привет! Это первое видео в этом году. И, наверное, как и многие из вас, я сам себе любимому сделал новогодние подарки. О многих из них вы узнаете в следующих выпусках, ну а сегодня мы для одного из них сделаем основание с тумбочкой. Приятного вам просмотра! Изготовление начнем с нарезки профильной трубы. Погода в эти дни порадовала теплом, поэтому режу на улице. Озвучивать размеры не вижу смысла, так как они строго индивидуальны. Трубы для верхней рамки решил запилить под 45 градусов. Быстрее всего, а главное точнее, это можно сделать на ленточной пиле. Вообще ни разу не пожалел о ее приобретении. Кстати, ссылки на большинство моего инструмента найдете в описании. Далее, конечно же, избавляемся от ржавчины. Пока заготовки не сварены, сделать это намного легче. Для этого, как всегда, буду использовать коралловый диск. На каждой заготовке с торцов снимем фаски для сварочного шва, и можно переходить к самому процессу. А сваривать сегодня будем при помощи этого красавца. Это сварочный аппарат от компании Risanta SAIPA 220 Synergia. Аппарат имеет удобную ручку для переноски и оптимальный вес 12,6 кг. Замена или установка проволоки происходит довольно быстро. Достаточно потянуть пару фиксаторов в боковой стенке аппарата и открыть ее. Аппарат имеет возможность установки катушки до 5 кг. В режиме синергии выставление нужных параметров сварки проходит с минимальным количеством настроек. Аппарат также имеет возможность сваривать алюминий, только для этого нужно докупить горелку с пулган или заменить канал на тефлоновый. Этот аппарат прекрасно подойдет как для профессионального использования, так и для новичков. Ссылочку для более детального ознакомления найдете в описании. Я же буду работать в режиме синергия проволокой 0,8 мм с углекислотой. Сварочный стол сейчас занят, поэтому используем самодельную струбцину. Видео с ней найдете во всплывающей подсказке. Для небольших работ эта струбцина здорово выручает. Вот такой шовчик получается. Конечно же, его будем затирать. Для этого и снимали фаски перед сваркой. Далее изготовим регулируемые ножки. Конечно, можно было просто приварить болт к увеличенной шайбе, но я легких путей не ищу. Поэтому торцуем шляпку болта и стачиваем все грани. Подобную операцию нужно будет повторить еще 3 раза. Далее от кругляка отрежем 4 пятачка. Третьего диаметра, конечно же, уйдет в стружку, но другого прутка у меня в мастерской не нашлось. Теперь обвариваем все по кругу и снова за токарный, наводить красоту. Здесь все по старой схеме. Торцуем, протачиваем нужный диаметр и облагородим место сварки. В итоге вот такая красота получилась. За кадром также нарезал трубы для стоек и очистил их от ржавчины. В них варим шайбы с заранее приваренными гайками. Отлично. Эту операцию повторим еще также 3 раза. Когда все готово, приварим стойки к рамке.
При сварке металл неизбежно поведет, и чтобы добиться нужного размера, можно воспользоваться самой обыкновенной утяжкой. Из этого кусочка металла сделаем 4 опорных пластины. На них будет устанавливаться станок, и они добавят жесткости конструкции, но об этом позже. В очередной раз вспоминаю о изготовлении горизонтальных тисков, когда в них есть необходимость. Также снимем фаски для сварочного шва. Ну а теперь привариваем пятаки к каждому углу основания. Для ножек станка в этих пластинах необходимо сделать углубление. Для этого сделаем глухое пилотное отверстие сверлом 8 мм, а затем его рассверлим до 16. Этот станок совсем скоро переедет в мою большую мастерскую, и для этих целей решил изготовить съемные колеса. Так перемещать огромную массу станка будет проще. Ролики благодаря этим отрезкам труб будут одеваться на стойки основания. А для их крепления на нем сбоку приварим гайки М8. Ну а к другому торцу привариваем сами колеса. Как меня заверили в магазине, они способны выдержать вес до 200 кг. После покраски получаем такой комплект. Устанавливаем его на место, и все работает как надо. Из старой двухспальной кровати решено было изготовить тумбочку для оснастки и заготовок. Тут как никогда подходит выражение «не выбрасывайте». Она у меня пролежала в сарае больше 4 лет и ждала своей участи. Из бывшей спинки изготовим короб тумбы. Да, товарищи мебельщики, отнеситесь к моему творчеству без особой строгости. Подобную вещь изготавливаю второй раз в жизни. На торцы плит со всех видимых сторон наклеим кромку. Она не совсем подходит по структуре, но какую удалось найти. Ну а приклеивать ее будем при помощи самого обыкновенного утюга. Таким же образом можно отреставрировать старую мебель. Собирать каркас буду на евровинты. Для этого в том же магазине прикупил специальное сверло. Когда каркас готов, можно рассчитывать и пилить стенки ящиков. Два верхних решено было сделать одинаковой глубины, ну а нижний побольше. Сразу в стенках будущих ящиков пропиливаем паз для установки дна и идем собирать. Отлично! Кстати, дно изготовил из фанеры 6 мм. Это, на мой взгляд, одна из самых сложных работ во всей конструкции. Рассчитать и ровно закрепить салазки. Фасады у меня также с бывшего в употреблении изделия. Когда-то это был стол для маникюра. Он со временем пришел в негодность, и мне его подарили. После установки ящиков на свое место крепим фасады при помощи шурупов. Вот такая тумбочка получилась. Даже несмотря на некоторые косяки в изготовлении, своей работой я остался доволен. Теперь финишный этап. Это обезжиривание и окраска рамы с грунтованием. Основной цвет решил покрыть в 2 слоя. Если кому интересно, вот такой номер у краски. Ну и в итоге вот такая красота получилась.
Впереди самая ответственная работа – это установка станка на раму. Он весит чуть больше 500 кг, и для этого решил воспользоваться ручным подъемным краном. Раскладываем его, стропим станок, ну а дальше майна и вира. К сожалению, на этот момент сел аккумулятор в камере, поэтому могу показать только майну. И да, друзья, в мастерской появился новый житель. Это чугунный станок с ЧПУ. К моему сожалению, в этом видео мы его не запустим, так как еще нужно сделать охлаждение шпинделя и бак с подачей СОЖ. Этим мы займемся в следующем видео. Ну а если у вас есть советы по этим двум пунктам, пишите их в комментарии. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, не забываем поставить лайк, подписаться на канал, ну и написать комментарий. А с вами был, как всегда, я, Михаил, и это канал Добрый Мастер. Пока-пока.